Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, управление областью расширения информации. Именно в данном контексте я рассматриваю управление таким образом, что когда мы делаем управление, то область расширения информации — это специальная система управления, которая позволяет обобщать, то есть, делая частное управление, контролировать отдаленные участки событий, включая события долгосрочные, то есть свои личные события, а также события общего плана. То есть фактически это речь идет о том, что есть некий прирост информации, и если делать управление системное, то надо уметь управлять этим приростом информации. И получается, что когда мы делаем, вообще говоря, любое управление, то само управление вызывает увеличение количества информации, а еще существует вся система внешних событий, которые также видоизменяются и увеличивается количество информации. То есть речь идет о полном спектре управления именно этой области. При этом ваша система управления, она выделена в виде частного уровня, то есть некий уровень, например, по типу цилиндрика, где есть целевое векторное управление. Почему именно цилиндр в данном случае, а не сфера? Потому что отдаленная область, она больше сфероидальная или, например, разреженная, и поэтому свою частную систему именно в оптическом восприятии лучше делать больше цилиндрической. Тогда выделение вашей сферы будет более конкретное, каноническое, и вы можете контролировать свою область во взаимодействии с приростом информации. В этой теме важным аспектом является то, что есть определенный уровень управления в душе человека, где есть области, не обозначенные, в общем-то, таким понятием, как информация вообще. То есть, например, уровень проявления каких иррациональных систем, где есть чувственный уровень, где есть уровень чисто такого человеческого плана, например, уровень, проявлен так, как, предположим, совесть человека, действия человека и так далее. И когда мы начинаем вот эту область анализировать, то здесь получается, что существуют области, которые вообще не видоизменяются. То есть вот есть понятие статичной области, и эта область существует сама по себе, и вокруг нее не происходит вообще никакого движения. То есть вот здесь важно выявлять именно этот статус управления. Например, как делает Бог, он проявляет структуру управления таким образом, что он фактически сам организовывает любое движение. Ведь для Бога создать свое собственное движение — это есть его собственная задача. Если человек, например, воспринимает в следственном плане как будто бы что-то происходит извне, по внешним задачам и проблемам, то Бог должен создать еще и оптическое выражение, и систему восприятия так свою организовать, чтобы создать внутри этой системы, например, какое-то движение. Получается, что с точки зрения этой идеологии именно Бога, в действии, лечение любого заболевание, например, с точки зрения человека, это суметь распознать собственную картину мира, как человек ее воспринимает, по аналогии с тем, как работает Бог, воспринимает Бог. То есть перейти на точку зрения Бога и увидеть структуру статическую, где, например, нет заболевания. И вот когда человек начинает распознавать эту структуру заболевания, просто может исчезать, например, исчезать, но на самом деле просто излечивается, в логике именно такой детерминированной. И получается, что когда мы начинаем делать управление по совокупным задачам, предположим, поставить такой простой вопрос, есть понятие у человека, понятие совести, а вот для Бога что есть понятие совести, например, То есть с этой точки зрения видно, что во многих случаях понятие человека и Бога пересекается совершенно однозначно. Например, совесть для Бога — это и совесть для человека. Или чувство бесконечного развития, то есть бесконечное развитие, что для Бога оно одно, Бог бесконечно развивается, но для человека это то же самое по логике. Если сказать, что человек бесконечно развивается, это то же самое означает. И получается, если строить эту лестницу некую, знания по постижению истины, например, вечного развития, получается, что здесь важно использовать понятия сопоставимые. Где есть однотипность действия, однотипность восприятия. Тогда можно очень четко сградуировать, каким образом, например, развивается Бог, живя вечно, как он вообще это делает, технологию познать.
И здесь вот свои личные задачи, почему, например, с этой точки зрения человек ставит себе там задачи, или они как бы возникают у него, да, и он их выполняет. Вот, да. Здесь получается, что здесь важно увидеть природу задач, которая определена не только вот, в общем-то, там, личностью самого человека, да, но и то, что человек взаимодействует с внешней системой. То есть человек помогает, там, например, людям жить, помогает иметь хорошее здоровье или просто восстанавливать здоровье и так далее. Или организовывать какие-то процессы социальные, да, политические и так далее. И получается, что если мы начинаем вот эти вот процессы реализовывать в плане именно познания, как это делать с точки зрения таких законов, как закон там, управления вот этой массой дополнительной, да, информации к вашей задаче, то здесь видно, что вот в таком понятии, например, да, как я пример привел, например, там совесть, где структура, ну, незыблемая есть, вот эта структура, все, она как бы не развивается. Есть такое понятие? Все. Есть понятие, там, предположим, ну, чисто человеческий, как казалось бы, да, принцип, там, честь, достоинство человека. Есть понятия какие-то совершенно определенные, как бы только для человека, да, в его социальной жизни. Но с точки зрения этих понятий информация, она практически не развивается. То есть, например, там честь, она есть всегда честь, да, и так далее. И когда мы начинаем рассматривать такие вот явления, ну, они больше стыкуются с понятием, может быть, иногда иррационального действия, там, где уровень динамики выражен в рациональной среде. То есть уровень развития и уровень как бы сжатия, что ли, он один и тот же. То есть уровень выхода информации, входа практически на одной скорости. Мы видим только фиксированную систему в оптике, ну, как технологически видим. Хотя иррациональный спектр — это более обобщенный спектр. И там есть действие Бога отдаленное, как бы, да, просто на информацию отдаленная от человека, как некое нейтральное действие. И человек может преобразовать информацию, получить как бы любое действие. В чем преимущество иррациональной среды, что всегда можно получить любое действие, значит, ну, созидательного типа, конечно. И в данном случае, если мы, например, таким образом рассуждаем, ну, видим информацию таким образом, то получается, что вот этот так называемый, ну, скажем, прирост, да, управления дополнительной области информации, это есть уровень, который, вообще говоря, исходит из каких-то жестких постулатов, которые человек воспринимает лично. То есть внутренний уровень восприятия, так же как Бог, воспринимая личную информацию, он же ее реализовывает до уровня восприятия. Если вот вдуматься, как он сам себе строит восприятие, то получается, что он строит где-то на уровне только как бы отраженного сигнала, да? То есть он где-то показывает систему восприятия свою, кто-то ее понимает, и он уже, прослеживая всю причинно-следственную систему, имеет сигнал как бы к себе. Но это такая многосложная система, я здесь пояснил таким быстрым уровнем управления. Получается, что Бог должен постоянно развивать информацию, то есть расширять ее, да, для того, чтобы воспринимать свои собственные действия. Ведь каждое следующее действие Бога — это всегда увеличение информации для человека. Но с точки зрения человека, например, там, взять физическое тело человека, человек все время что-то делает, но физическое тело всегда одно. Вот у Бога в статусе души есть такой уровень, который не расширяется тоже. То есть, ну, как бы не видоизменяется, да? Там, например, там понятие, которое для человека сходно с понятием физического тела. И получается, что как бы чувственный, ну, иррациональный уровень Бога воспринимается физическим телом человека. И действительно, когда человек начинает думать, что, например, как у него процессы происходят в физическом теле, он часто наталкивается на некий рациональный смысл. То есть многие действия, они одновременно и гармоничны, одновременно они там макроуровневого как бы плана, и при этом человек, например, он не всегда там сразу может распознать или не хочет сразу распознать, как вообще все связано. Вот здесь вот возникает маленький нюанс такого плана, что человек, в принципе-то, он в душе знает про себя, но он по каким-то причинам упускает линию часто полного распознания всех связей в этот момент. То есть он допускает как бы внешнее влияние, он сам создает себе концентрацию на внешней информации. Вот если вдуматься как бы даже именно в социологический аспект действия человека, то получается, что он
а много ну, из того, что он делает как бы специально давая внешнюю информацию войти в его структуру информации или управления. Получается, что вот эту внешнюю область он как бы формирует, притягивает к себе сам, и получается, что он контачит в основном с той областью, с которой он предварительно уже поработал, человек. И вот если мы хотим найти причины, например, там, многих заболеваний, да, почему с человеком происходит, даже не в причинно-следственной, может быть, системе, а вообще в статике вот данного явления, если нужно оздоровить человека, нужно посмотреть, как происходила его работа с внешней информацией до того, как он с ней как бы вот явно на уровне там, принятых систем познакомился. То есть одно дело внешняя информация, некий прирост информации, и предварительная работа там, душой, например, духом, да, там, с элементами сознания, или там, фрагментами часто сознания идет работа. То есть они работают часто дискретно, его система сознания. Он может, человек, вывести структуру сознания в какой-то элемент действия, а потом уже получать результат в этом элементе уже как бы обросшему внешней информацией. Ну, как некий снежный ком, да? То есть у принципа матрешки, то есть там вокруг нарастает внешняя информация. И он уже изучает, и либо принимает, либо нет. Но в центре системы находится и фрагмент собственного сознания. Вот если заняться этой информацией как бы, ну, вроде бы произвольно, да, в каждое событие мира бесконечно увеличивается со временем, то оказывается, что внутри каждого фрагмента существует элемент сознания человека. Но именно того человека, который наблюдает за этим процессом. В данном случае я показал, что это как бы действие человека, а вообще по закону устройства всего мира, в фундаментальном плане мира, так оно и есть. То есть фрагменты действия души человека, вообще и проявлена часто вся душа человека в каком-то действии. Есть же события, где человек там подходит, ну, как бы с душой, да, считается. То есть он воспринимает, что он действует душой. А если он, ну, как бы воспринимает некие события абстрактно, и тогда получается, что события спроецировано как некая мозаика, значит, внутри каждого сегмента существует элемент сознания человека. Тогда получается построить, например, события внешне, взять под контроль, да, вот эту вот систему, ну, как бы таких, может быть, достаточно больших масс событий, потому что здесь прирост может быть очень большой, если много событий, соответственно, увеличение, емкость событий большой. Здесь нужно фактически отразить себя, значит, в эту систему и получить сразу обратный сигнал. Ну, как вот в системе реализации там совесть человека, да, статичная система. Сигнал и обратный, это почти одно и то же действие, там нет движения. Хотя, на самом деле, это очень мощно концентрирующая, обрабатывающая система. И получается, что если мы с этой точки зрения подойдем к телу человека и рассмотрим, как происходит взаимодействие между клетками человека, например, да, то достаточно проследить, где есть замедление сигнала между отдельными клетками, и человек может быть здоров. Если мы уследим, да, можем распознать эту точку. То есть один из принципов фактически оздоровления, да, человека — это распознание замедления как бы, ну, некого сигнала, где распространение, там, вектор, например, идущий от одной клетки к другой, например, медленнее, чем идущий от другой к первой клетке. И тогда получается, что как только мы начинаем понимать эту структуру, то, в принципе, мы тут же это нормируем, потому что понимать — это сразу нормировать. И когда уже идет нормирование этого действия, то, в принципе, человек попадает в достаточно, ну, в общем-то, большой такой защитный полис, что ли, за счет собственного сознания, где он уже может решать все-таки больше задач. На самом деле, ведь всем известно, что чем больше человек там может, тем больше задач он должен решать, да, получается. Ну, или, по крайней мере, он может решать. А понятие «должен» — это его личный статус. И вот когда вот это вот понятие «должен» уже вводится в управление, то вот это и есть управление внешним бесконечным статусом событий, но управление со стороны человека. И в большей степени управление именно душой человека. То есть человек сам берет себе этот большой, как бы, развивающийся макроуровень, как бы, внешней информации, сам выводит по спектру, причем это часто видно линейно совершенно, это вот где-то с левой стороны идет такого, как бы, несколько такого голубовато-белого цвета свечения, спектр всех внешних задач. И он во всех внешних задачах выбирает себе
какие-то системы действия и начинает действовать. То есть человек все время действует с обобщенной системой координат. Поэтому я говорю, что система макроспасения, то есть сделать для всех спасения, это фактически выровнять, стабилизировать систему. Потому что вы все равно с этим работаете. Вопрос только в том, что вы, например, делаете управленчески, а управленчески, значит, опыт передается другим сразу, мгновенно, по всей системе информации. Или это делается как бы само по себе, да, в некотором таком как бы варианте автоматизированного как бы уровня управления. За счет памяти там, клеток тела и так далее. Но это уже обобщенный уровень, это как бы средний уровень статистики, и так действуют все тела. Там, как только переводится на сознание, вы добавляете опыт всем. И вот именно вот это добавление, это есть ну, сама как бы квинтэссенция, как вообще развивается вся информация внешняя, откуда она вообще берется. Вся внешняя информация вот с этой точки зрения, с этой позиции, с этой модели управления добавляется вашим личным духовным инициативным действием. То есть если вот задуматься и посмотреть, например, просто посмотреть на информацию как бы извне и ну, ничего не делать, да? Наблюдать, растет она или не растет, она может не расти. То есть она может находиться на одном месте. Если вы захотите проследить, вот она начала расти где-то, да, как росток там, ну, дерева, например, или кристалла, то, войдя внутрь системы, вы обнаружите, что это ваше инициативное действие. Во-первых, воспринять рост, это же ваша инициатива. Как вот делает Бог? Он воспринимает то, что Он сам и делает, да, для себя же. Чтобы ему воспринять, нужно сначала сделать, потом воспринять. И когда вы как бы начинаете действовать, то ведь Бог, он, чтобы что-то сделать, а потом воспринять, он сначала должен смоделировать это действие. А у Бога что моделирование, что действие, это одно и то же получается. И у него это процесс как бы один, ну, в одном действии он все совершает. Как только вы начинаете процесс моделирования и совершения, ну, как бы стыковать, да, на уровне проекции на физическое тело, вы начинаете понимать, как действует физическое тело, например, там, единого Бога, для того, чтобы процесс был познаваем людьми. То есть он тогда вынужден его где-то распараллелить. Ну, принцип песочных часов. Да, он должен, наоборот, действие, уже совершенное в монолитном действии, в какой-то узловой точке начинать распараллеливать на уровень как бы плана и действия. И когда, например, мы начинаем видеть, где это происходит, вот для Бога в едином времени все происходит, что план, что действие, что реализация действия, у него понятие времени же вводная координата для Бога. Получается, что мы, если находим место, где время управляемо в этом случае, то это один из уровней входа в управление, ну, технологиями там, вечности. Было же, вот, например, понятие некой там амброзии, там, жидкости вечности, да, и причем она там была, ну, так, в различных легендах в том месте, где вот время как бы останавливалось по уровню там, движения листка, то есть находили как бы эту амброзию там, где растения не подвержены времени, да, там, и так далее. И поэтому получается, что если уж следовать такой логике, то здесь ну, действительно, вот, видимо, на уровне, что ли, некой такой прогнозной системы восприятия, такие модели могли строиться в управлении для передачи некой информации людям, потому что именно некий такой временной исток, там, где время имеет золотистый цвет, так скажем. Если вдуматься, где время ну, управляемо, да? Более управляемо, какой спектр времени. То есть наиболее управляемый, как бы в первом варианте управления, это золотистого цвета. Почему, например, там, с золотом были связаны множество событий, да, в истории цивилизации, ну, которые как бы развивают спектр событий, как-то происходит развитие социальных систем. Тоже есть связь между временем и социальным уровнем, потому что ну, время — это также и соответствие обычным событиям. И вот, например, если человеку нужно оздоровиться или там, скажем, нужно сделать какое-то более общее действие, нормировать события, сделать события как бы ну, нормальными из как бы более радикальных каких-то задач, да, проблем, можно использовать как бы именно спектрограмму даже, ну, или спектральную систему в виде просто отдельных цветов времени. Можно использовать
системы связи между блоками, как бы отдельными структурами времени и событий. И тогда понятно в этом случае, что прирост массы информации, да, по отношению к одному времени, это просто уже будет информация пространства. Ведь задача такая, что время не меняется, а события растут, да, например. Тогда мы имеем дело с пространством. Если время меняется и события растут, тогда получается мы имеем как бы с одновременно процессом развития времени и пространства. Но если мы берем каждому сегменту времени, соотносим какое-то количество событий, то мы четко видим прирост. Ну, это обычная, собственно, количественная задача. И когда мы начинаем видеть, в данном случае ведь управление, надо просто это все видеть. Когда начинаем видеть, что золотистый цвет, например, это есть цвет развития событий, например, там золотистый или там, желтый цвет, золотисто-желтый солнца, да, например, и происходит явление фотосинтеза и связывается, например, с развитием жизни. Но зеленый цвет это тоже есть, и в основном, да, развитие жизни, например, растительной. В символическом виде это тоже есть жизнь. Получается, что если мы начинаем переходить уже на другой цвет через, например, структуру растения, давайте вот просто войдем в структуру, например, растения, структуры сознания, и просмотрим тогда, как здесь временные процессы как бы изгибаются. Можно видеть, что внутри растения время, с точки зрения внешнего восприятия, имеет некий такой изогнутый характер. Вот почему некоторые растения растут там больше по времени, да, другие меньше. Можно проследить динамику временных интервалов, ну, с точки зрения как бы логики восприятия. И вот если отсюда уже выйти в управление, то видно, что мы можем через там, одно растение, практически там, вообще через какой-то один, но познанный уровень информации, фиксировать теперь уже все внешние события. И вот как только мы находим вот эту нишу управления, да, то фактически любая другая система становится управляемой. Потому что достаточно выявить один частный случай, который бы был понятен. Вот сейчас я привел, там, например, к структуре рабочей через растения. Можно работать через быстрое действие. Там, вы управляете каким-то уровнем событий, просто выделяете в спектре события, например, какое-то локальное звено, ну, какую-то просто вот оптическую систему движения там, внутри массы событий. И вам главное воспринять эту систему так же, что вы познали ее связь и всей внешней реальности. Тогда вы сразу понимаете все системы развития информации. То есть вы фиксируете всю дополнительную информацию, которая прирастает в этот момент. То есть пока вы понимаете, еще же и прирастает информация. А вы должны понять где-то с опережением, да, где информация существует всего будущего. То есть фактически речь идет о том, что вы должны в прогнозном варианте понимать, знать будущее. Тогда вообще проблем нет. Вы посмотрели вперед, познали будущее, вам не надо скоростных характеристик иметь. То есть вы тогда просто-навсего работаете в статичной среде. И вот для, например, там, лечения заболевания достаточно, например, в том числе сложных, там, хронических или сложно излечимых, или те, которые считаются там, тяжелыми заболеваниями. Здесь есть один очень сильный метод лечения в данной системе управления, что из всего спектра дополнительных событий, а дополнительные события, в чем их, в общем-то, ну, скажем так, характеристика некая, да, что это не будущее время все-таки, это текущее время, просто события наращиваются, но их много, и из них можно выбирать, да, значит. Вы берете, выделяете какое-то наиболее приближенное, но с позитивным оттенком события, и очень мощным действием берете себе, как бы строите позитивный уровень. То есть опережаете структуру будущих событий, то есть распознаете пространство, которое как бы не занято, и никакой информации, и берете и выводите туда позитивные события. То есть будущее себе строите в том месте, где никакого сопротивления не оказывается вашему позитивному будущему. Когда вы такое действие совершили, вы здесь, ну, здесь как бы получили такое действие, аналогичное тому, как вот делает Бог. Он практически не разделяет там для себя текущее время, будущее, и у него все происходит в виде там макрозадач, да, его, например, там, вечного развития людей. И когда вы смотрите дальше задачи там, развития любых объектов информации вечно созидательно, то здесь получается, что вот этот выброс как бы опережения
это есть фактически ну, некая функция физического тела, которая и так существует. Человек и также в информации для себя все время строит события. И вот мы тогда уже отсюда, придя к физическому телу, да, к себе фактически, или там, любого другого человека, начинаем понимать структуру взаимодействия тела человека, ну, где-то даже там, скажем, уровня такого интеллектуального действия, то есть есть ну, некий там ум тела, да, или просто ума такого, может быть, в макропонимании, есть там, что является, например, умом, да, в макроуровне, ну, там, в коллективном сознании, не даже для конкретного человека. Там, что является вообще там, умным действием, там, разумным действием. Вот с точки зрения роста растений тоже разумное действие для растений. Там. И получается, что мы приходим к какому-то, ну, скажем так, усредненному параметру, который позволяет извне контролировать любое действие. Там нет вот понятия умнее или там надо чему-то подучиться, а там есть понятие контроля просто. То есть есть понятие контроля за внешней информацией. И вот когда вы переходите на уровень, ну, как бы ближе к себе, получается, к физическому телу, то возникает как раз-таки уровень еще большего контроля, и когда вы уже фактически ощущаете тело действующее, в духовном плане действующее, контроль осуществляется. То есть ваш духовный уровень, он на уровне стыковки с физическим телом получается. То есть ваш дух и физическое тело — это единое действие, да, единое творчество, например, там, души человека, вашей души. Или вообще даже души, так скажем, проявленной в коллективном сознании, коллективного действия. Потому что многие процессы делаются коллективно, например, там, сложная конструкторская разработка, каждый делает индивидуально, но потом уже конкретная модель, где вложен труд каждого, или там социальное движение, да, и тогда получается, что обобщенное действие, оно как бы ну, перестает делать человека как бы обособленным, его организм или там он сам воспринимает обобщенный опыт, причем весь лучший опыт, который соответствует, например, там, жизни человека, да, поэтому чем больше мы вкладываем в социальный уровень там, технологий, например, там, вечного развития, тем больше людей начинает жить и вечно. И здесь получается, что исходя из этого мы видим, что в этом случае человек, вот этот уровень уединенности некой, да, он имеет только в структуре обращения к себе. А в остальных случаях там, он может действовать социально, находясь как бы в бесконечной системе. И вот тогда он не упускает никакой системы управления, он постоянно живет в структуре макроинформации. То есть никакая из элементов информации от него никуда не ускользает. То есть он постоянно находится в структуре макродействия. И вот обратите внимание, что как только человек где-то, ну, в силу, может быть, ряда причин там, начинает вот этот уровень, ну, как бы макрогармонии, что ли, периодически, ну, где-то или не обращать внимания, или как-то начинает терять, там, может быть, даже случайно, как бы, да. Вот здесь могут возникать какие-то проблемы в плане введения там, негативной информации, ну, там, возможно, по событиям или еще по каким-то вопросам. То есть вот именно контроль в плане как бы, что ли, всеобщности действия такой, чтобы он не был утомительным, да, но он все-таки, чтобы был такой именно реальный, да, так скажем, продуктивный, такое слово можно применить, то вот периодически в такую систему контроля желательно входить именно в системе макроспасения. Вот для тех, кто занимается системой спасения, по моему учению, желательно периодически в эти системы входить. Это очень позитивный уровень, например, для там, просто для даже оздоровления, там, для улучшения событий. Если человек и так здоров, то, по крайней мере, он может видеть все свои события, контролировать, насколько он хочет, например. И есть же системы взаимосвязи, когда какой-то ряд событий, ну, как бы допустим, да, потому что свободные системы социальные, свободные уровни, ну, как бы внешней информации, и вот получается, чтобы вот уже выправлять события, следующее действие, да, выправлять события, которые, например, осуществились по ряду задач, здесь уже как раз-таки возникает действие, которое, значит, таким образом строится, что сигнал, идущий по отношению к событию, ну, тому событию, которое необходимо выправить, это и сигнал,
идущий из точки, ну, как бы обнаружения доступа, то есть само событие отрицательной информации может быть где-то в одном месте, в каком-то месте вы восприняли, как правило, это место более уже управляемое, и здесь событие преуменьшено в неких негативных, да, последствиях, и вы через другую точку выходите и начинаете управлять. И с этой точки зрения, например, если рассмотреть там, ну, иногда по телевизору там показывают кадры, что вот ядерный взрыв, некий такой ядерный гриб возникает. Вот, например, задаться вопросом управления, да, если возник какой-то силуэт или какой-то образ информации, который нам не нужен, да, нам нужно сделать так, чтобы такого не было. Тогда как управлять этой системой? Ну, не обязательно этот ядерный гриб, может быть другая, любая проблема, ненужная нам. Тогда получается, что мы должны сделать захват этой информации как бы за уровнем развития, именно в структуру будущего. Вот если мы воспринимаем информацию, да, элементарно, что будущее для данного процесса? Для данного процесса будущее дальше в пространстве, по времени дальше. Вот там, например, возникает некое негативное действие, мы просто в пространстве идем дальше. Структура сознания. Одна система сознания фиксирует здесь, другая увеличивается. Так вот здесь вот нужно научиться уметь вообще расширять информацию совершенно точно. То есть здесь нужно так расширять информацию, чтобы взять под контроль, ну, чтобы, например, в будущем такого не было, да, вот этого ядерного взрыва. Это значит фиксированная жесткая плоскость будущего, причем совершенно контролируемый должен быть уровень будущего. Здесь недопустимо, например, варианты, что а вот оно такое, там третье или там какое-то следующего типа, да. И получается, что никаких там третьих вариантов быть не может, там должно быть абсолютно лаконичное, четкое будущее. И здесь возникает вариант следующего плана. Вот есть платформа жесткого будущего. А получается, как тогда детали событий, да, ваших личных, например? Ведь если заниматься собственным будущим, то получается, что здесь надо еще время тратить на то, чтобы там рассмотреть себя, ну, какие-то там миллисекунды, потом смотреть свои какие-то действия, а вы же контролируете ситуацию, ну, с точки зрения макроспасения, вам еще надо расширить события куда-то правильно, да, оптику эту развить. Получается, что будущее должно быть однозначно совершенно жестким, фиксированным и благоприятным, причем для всех. Тогда получается, что вот эту систему, ну, некую платформу или там сферу, кто как представляет, ее нужно выработать так же четко воспринимать, как, например, человек воспринимает свое физическое тело. Там, как он помнит, например, там, благоприятное состояние тела. И, ну, как правило, у человека там благоприятное состояние тела, но в данном случае ему нужно воспринять, когда, например, есть, если в логическую схему перейти, да, например, там, единение души и тела, да, например, такой термин, может быть, который может быть использован в качестве логической модели. Самый простой элемент просто в этой системе, то есть в этой фракции сознания посмотреть на себя и все. Как бы увидеть себя, хотя бы так, начинать видеть. Это, кстати, очень мощный элемент для развития ясновидения, вот эта фиксация жесткого будущего. А ясновидение достаточно полезная структура управления, вы тогда можете и причину любого этой проблемы, заболевания находить и реструктурировать, да, в норму проводить управление. Поэтому здесь достаточно как бы бросить взор на себя, одновременно с фиксацией платформ, то есть такая технология достаточно простая. И дальше уже расширение, вы увидите, информации произойдет во многом даже самопроизвольно. То есть там получится, что вы сможете увидеть практически развитие информации во многом таким образом, что вот этот, собственно говоря, луч информативный, он расширится, я считаю, таким образом, что вы увидите, как он расширяется благодаря тому, что вы сделали первичное действие. То есть здесь нужно практически увидеть самораспространяемость вот этого луча информации. И дальше уже, когда он достигает конкретно вас, то есть вы видите там, в отдаленном бесконечном будущем, он достигает вас, и вы уже начинаете видеть, ну, практически там, структуру вечного развития, да, всех элементов информации, то есть видеть структуру там, своего личного вечного развития. И именно технологичность этого действия начинает вырисовываться таким образом, что вы практически начинаете, ну, в общем-то, видеть здесь, по большому счету, вот эту вот связь, именно той гармонии, вот это бесконечное будущее, которое существует вообще, в принципе, да,
вся вообще бесконечная информация, которая где-то концентрируется в отдалении, как свет, например, и эта информация, она просто светит на вас. То есть вы видите фактически себя по логике себя, но при этом вы не рассматриваете там конкретно свой образ. То есть вы работаете на светоуровне, например, да? А когда вы начинаете уже стараться распознать, то вы видите совершенно все конкретные проблемы, там, они причем совершенно четко видны, они совершенно четко проявлены в этом случае. То есть там первого плана проблемы, там какого-то следующего плана и так далее. И часто эта проблема, кстати, не совсем даже ваши, там личные, вы их, может быть, не воспринимаете как серьезную проблему, вы видите, как другие воспринимают ваши проблемы. Что для других является проблемой с точки зрения того, что они считают, что у вас это есть проблема. Но это же их точка зрения, то есть их как бы расширение, да, информации. И получается, что здесь вы можете наблюдать за структурой событий с точки зрения внешних как бы наблюдателей или помогающих вам людей. И тогда у вас увеличивается спектр действий, потому что когда человек действует с точки зрения своей личной там проблемы, это одно, как бы его личное действие. Кстати, не так много людей, особенно тех, кто занимается спасением, там занимаются своими задачами. То есть им или некогда, или они там стесняются и так далее, и так далее. И как бы, а на самом деле, если рассматривать с точки зрения других людей, то получается, что вы фактически нормируете им восприятие, да, то есть вы даете им возможность не заниматься, не концентрироваться на ваших проблемах, а решать свои задачи. То есть вы решили фактически свою проблему с их точки зрения, а реально часто это совпадает, что это может быть вполне какая-то из задач, которая, может быть, вам, в общем-то, нужна в решении, да, вам нужно ее решить. И получается, что существует еще такой как бы социальный уровень расширения информации о ваших задачах. Это точка зрения других людей. И вот когда мы начинаем анализировать, как вообще она формируется, эта точка зрения, как сделать так, чтобы там, например, человек не умирал, да, прекратилась смерть, и причем с точки зрения там, всех людей, с точки зрения их личного действия, например, да, получается, что каждый воспринимает какую-то из причин, коллективная структура управления воспринимает, как бы комплексную причину в определенном уровне, и, в принципе, решение всегда готово на самом деле. То есть коллективным действием всегда можно преодолеть практически, получается, что любую смерть. Потому что здесь получается, что вот разбиение информации на уровень прироста следующих действий, то есть других людей, которые живут, а они же сопоставляются со своим здоровым телом, например, да, может быть, там по-разному каждый оценивает свое здоровье, но, по крайней мере, они воспринимают живыми людьми. А живые люди всегда создают жизнь. То есть вот как бы такую следственную систему, если наращивать вообще в коллективном уровне управления обществом, то получается, что мы всегда имеем именно линию жизни, то есть именно ту линию жизни, которую организуют сами люди. Вот здесь вот, когда мы уже там начинаем коллективное управление фактически, так скажем, организовывать как систему, в общем-то, действия самих людей, то есть любой прирост информации рассматривать в первую очередь коллективного созидательного действия людей и фактически как бы обучать людей. То есть уметь создавать вот эту вот, дорогу вечной жизни, так скажем, таким образом, что мы через решение как бы своих проблем, именно в универсальном понимании, да, помогаем другим людям. Все это выглядит на самом деле вот, в обобщенном понимании, в прямом управлении, как просто работать через макроспасение. Сначала помогли всем, потом своей частной задачей, не разбираясь, как бы, где кто что делает. А если уж детализировать, то можно видеть, что решением там, вашей проблемы вы помогаете другому, например. Да? Во-первых, логически понятно, вы какой-то опыт передаете в макроинформацию, уже помогаете тем самым. Конечно, этот опыт может распространиться по-разному, там, медленно или там, быстро. Если сказать словами, значит быстро. Больше донести до людей, значит еще быстрее и так далее. А если просто даже сделать, никому не сказать, все равно рано или поздно опыт будет распространен. Поэтому получается, что решение задач — это всегда
ну, определенное знание, да, передача знаний. И вот если вдуматься в такой, ну, как бы фундаментальный, что ли, философский или даже философско-прикладной или практический смысл действия, как вообще Богу, например, Бог же тоже ставит задачи, сделать так, чтобы задачи решались, но не было бы проблем там каких-то таких, которые были бы очень жесткие, не было бы, например, там, фатальных, да, проблем у человека. То есть как тогда он должен ставить задачи, и как нужно понимать задачи, чтобы шло развитие интенсивно, но все-таки без там каких-то эксцессов, да, и так далее. То есть это, в общем-то, если решить эту задачу на уровне управления, получается, что тогда человек не будет иметь каких-то там горестей, бед и так далее. Здесь только нужно понять вот эту вот линию, где находится, ну, как бы фактически передача, иррациональная форма передачи информации, и где нужно ее принять, в какой точке. Вот на уровне пространственных действий это все очень просто. Надо проследить, где принять информацию, ту, которую Бог заложил в какое-то действие управления. Да? Здесь получается, что, во-первых, важно выделить спектр тогда. Чисто вот прагматический, простой прием. Выделить, например, там какой-то светло-синий спектр. То есть действие Бога. Значит, дальше именно в структуре прироста информации. Это все-таки метод, который касается, мы все время, ну именно прироста информации, мы все время работаем в системе прирастающей информации. То есть все время мы находимся как бы в системе увеличения. Ну, как будто бы растет некая растительность, и мы все время увеличиваемся в действии. Да? То есть действие у нас как бы локально, а количество информации увеличивается. Тогда вот синий спектр. Если статичное действие, то это золотистый спектр. Надо вот здесь четко видеть, распределять эту информацию. Например, мы в динамике находимся, синий спектр, тогда мы просто-навсего находим место, где нам эту информацию познать. Мы себе определяем, ну как бы видим себя, так скажем, да, причем здесь существует такая технология, если видеть отсюда, мы видим точку, да, а если воспринимаем, мы должны воспринимать себя во весь рост, то есть не уменьшать рост себе, то есть именно воспринимать, что мы там где-то стоим, воспринимаем какую-то информацию. Хотите даже, можете геометрию выбрать, там, на планете, естественно, Земля, там, где кислород есть, как, ну, создать какие-то там реальные условия. А можно работать просто геометрически. В этой области фрагмент сознания, который заактивирован каким-то уровнем свечения, ну, луч, идущий отсюда в вашу сторону, и все. И получается, что вы там имеете управление такого типа, что здесь уже вы понимаете, например, что нужно сделать дальше. То есть у вас возникает определенный уровень прогнозного действия. Как только прогностика начинает объективизироваться, то есть возникает следующее действие, да, значит, вы правильно сделали управление. То есть вот следующее действие вырастает, потому что вы сделали действие по управлению процессами, например, там, будущего. Вы поняли там задачу Бога, получается, и перед вами открылось следующее действие, следующий путь, да, следующая дорога, там, следующий какой-то шаг нужно сделать. Так вот, с точки зрения прироста информации, эти шаги должны быть управляемы лично вами. Ведь Бог вам именно как-то, ну, ту, что ли, долгую, может быть, какую-то иногда дорогу дал, как люди воспринимают, иногда она достаточно быстрая. Но, в принципе, на самом деле Бог дает, по сути, это действие Бога в том и заключается, что от Бога уже в интегрированном уровне идет восприятие. Вот ведь воспринимается природа, люди, какие-то действия часто в обобщенном уровне. И среди этих систем подобрать уровень, который лично ваш именно, вот, например, куда нужно пройти, да, предположим, какой сделать следующий шаг, например. Здесь все те же маркерные, ну, вот эти вот точки, где нужно часто понять, как двигаться. А это же, в принципе, ведь действие достаточно простое. Вы научились что-то делать, да, например, один раз. Ну, то есть научился человек ездить на велосипеде, он все время ездит. Вот если научились какое-то действие сделали, вы получили уже дальше бесконечное развитие какого-то действия. Можно им все время системно развиваться, и нет никаких проблем, да, но человеку нужно следующее какое-то действие, он учится следующему уровню. И вот здесь надо опять осознать и понять, что Бог строит, да, с точки зрения там, макросистемы. А в следующий раз может быть совсем другой путь. Может быть, не нужно смотреть ни в динамике, ни в статике, может быть, нужно
наоборот, рассмотреть, как Бог делает с точки зрения просто вашего восприятия, просто посмотреть на Бога, что Он вообще делает, и познать сразу напрямую. То есть в данном случае это уже духовное развитие. И тогда возникает уже третий путь, который вы сами себе определяете. И получается, что когда вы начинаете двигаться в этой системе как бы прироста, опять же, информации, то есть развивающейся информации, при этом, при всем, вот в этой системе, кстати, управления, обратите внимание, вы все время находитесь в определенной как бы информативной массе, то есть некие белые системы свечения, иногда золотистого цвета, по-разному возникает вокруг даже тела человека, даже можно спектрально это видеть, когда он работает в этой методологической системе, он часто имеет некие оптические системы возле своего тела, да, их можно распознать, тогда можно даже понять, по какому методу применяется информация, то есть в какой системе координат он работает. И исходя из этого можно распознать любой даже внешний объект действия. Вот если информация расширяется, можно по свету оптики понять, что происходит внутри каждого элемента информации. Ведь у вас была, например, цель управления, некий цилиндр, да? Вы могли войти внутрь этой системы, распознать свое действие и совершить там конкретное управление. Получить конкретное управление, там, которое без проблем реализовывается, например, на информации. Вы понимаете, что это происходит, вам нужно кое-что проделать. Все равно вы это проделаете. То есть вы заведомо знаете, что все, что бы вы ни делали, вы все равно сделаете, получается, правильно, да? Вы все равно это совершите. Стоит только вам четко понять и увидеть, как бы, главное, здесь нужно выделить такую фазу, что ли, прогноза, которая четко очень ориентирована на вас. То есть вы понимаете, что это произойдет. Вот как это можно понять, да, например, то есть найти строгое, там, 100% будущее. Не то, что найти даже, а воспринять часто хотя бы. Точно воспринять. Это тоже очень важно. Часто точное восприятие дает именно возможность уже действовать достаточно, спокойно, да, однозначно как-то иногда. И получается, что вся внешняя информация, она не влияет на то, что вы распознали в будущем. Например, вы вылетаете на самолете, видите, что вы приземляетесь, выходите из самолета. Все равно вы выйдете, какая разница, там есть тряска или там какая-то болтанка во время движения или нет, это как бы вообще не принципиально. Можно спокойно заниматься чем-то в самолете, каким-то калькулятором и не обращать внимания, да? Но можно, в принципе, проработать информацию, чтобы другим пассажирам было спокойнее, да? На уровне управления. То есть на ваш выбор. А с точки зрения макроспасения вам всегда надо прорабатывать макроспасение всех. Тогда получается, что вот в этой как бы узкой, что ли, модели такое действия, вот именно там ваше личное здоровье, ваши личные события, там, то, что вы помогаете всем другим, часто это одна конкретная линия событий. И стоит только ее рассматривать, то есть заактивировать себя как бы в нее, все, вы моментально как бы переходите на уровень управления, когда вы можете помочь, в принципе, любому другому человеку. Вот есть такой уровень, когда человек может всегда помочь любому другому человеку. То есть у него достаточно для этого силы. А какая разница, если он мог помочь одному, то достаточно ему там, еще времени, может, там, второму, третьему, десятому, там, какому-то миллионному, да? Получается, что здесь главное, получается, в самой помощи это передача структуры знания, да? И если мы подходим с обратной стороны, как бы с внешней стороны, вот к этой расширяющейся информации, то мы видим именно конкретно, часто даже как бы оно воспринимается как в чистом виде, некая такая оболочка, или там, даже как пленка она воспринимается знание. То есть там она имеет, например, там синий цвет, какие-то зеленоватые элементы там проходят, и получается, что в этом, вот в чистом виде, если это знание зафиксировать, то это то, что остается внутри человека, да, в глубине души или там в душе человека. И при обращении к себе он контролирует всю систему информации. То есть глубоко в душе человек всегда контролирует любую бесконечную систему информации. А значит, его личная информация и вся бесконечная информация мира, а между этими системами стоит физическое тело человека, то есть внутри вечность, снаружи вечность, значит физическое тело тоже вечное. И как только он начинает познавать вот эти внутренние связи, тогда, в принципе, действительно он выходит на технологии именно вечного развития, и вот эта вот расширяющаяся информация, это и есть как раз-таки
уровень гарантии того, что человек спокойно там вечно развивается. Любые системы, которые этому мешают или там не соответствуют, очень четко проявляются, и всегда их можно отрегулировать, то есть передать им информацию, знания, чтобы они тоже развивались вечно и так далее. То есть получается, вот работа с этой областью — это работа фактически с динамическими системами, как вне системы, ну как бы что ли, уровня, локального уровня человека, так и внутри системы. То есть вы объединяете работу в душе и работу со всеми макрообластями. Да, в принципе, вы работаете очень гармонично. При этом, кстати, вы работаете и физическим телом, но без напряжения. Таким образом, вы, кстати, в работе оздоравливаете тело, если есть какие-то проблемы. Если нет проблем, значит, вы одновременно регулируете все события. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.